Как там говорится, куй железо, не отходя от кассы. Ну так вот, закончив мой процесс «Первая любовь», я сразу же достала вот эту коробочку, где хранится мой также очень любимый проект. Это «Попутный ветер». Это мой корабль, волшебный корабль, который несет своих пассажиров в новую, лучшую жизнь, прекрасную, навстречу солнцу. Вот такой вот кораблик, почти 50%. Хочу вам его сейчас показать во всей красе, потому что понесу его устанавливать на раму. Каким-то образом мне нужно будет сейчас натянуть эту ткань. И я не смогу вам потом долго показать все картины, поэтому показываю сейчас. И потом уже буду показывать вам отчеты. Покажу еще раз корабль, как он выглядит. Волшебные блески на парусах солнечные. Я в полном восторге и в предвкушении к началу этого проекта. Это риолис, это шерсть. Так что после ниточек мулине очень сейчас интересно повышивать шерстью. Так что увидимся. Здравствуйте, дорогие рукодельницы и рукодельцы! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я снова начинаю свой давний проект, который я начала примерно год назад в рамках совместного проекта «Море». Начала я его позже, чем все, были задержки в организации. Но потом процесс стартанул, все пошло очень даже замечательно, и где-то на половине я остановилась. Сейчас я вам показываю саму обложку. Она у меня пристегнута на кнопке на стене рядом с моим рабочим местом. Вот эта обложка от набора. Меня стимулирует эта картинка. Здесь как раз у меня все данные. И вот внизу вот так плавно я буду передвигаться. У меня, извиняюсь, отсвечивает окно. У меня, значит, здесь мои все подручные необходимые принадлежности. В маленькой коробочке, как обычно, у меня здесь разные иголки. Вот в данном случае остались одна пачка от DMC и две пачки гаммы. 22 номер я использую. Это нитки у меня для бэкстича. Ну и просто там канвусы нужно подшить. Это мои магниты, которыми я креплю схему в случае необходимости. Ну вот, в общем, самое-самое необходимое, да, в этой маленькой коробочке, которая у меня входит в большую потом коробочку. Что в большой коробочке? Преимущественно здесь у меня находятся нитки. Это вот такой вот тоже мой органайзер для ниток, для иголок. Труба, разрезанная пополам, приклеенные здесь распечатанные значки. И хранятся вот так иголочки. В принципе, очень даже практично. Вот так оно у меня находится на коробке. И я могу брать оттуда иголочки. Здесь мои ниточки. Они расположены на трех вот таких вот простых бумажных органайзерах. Но мне очень удобно. Мне очень удобно. Я вот вытягиваю по одной ниточке, которая мне нужна. Да. Вот таким образом они здесь хранятся. Все видно, все просто. Для меня самое главное в вышивке, чтобы это было практично. Вот, это самое главное. Ну и, конечно же, я покажу вам, как я организовала. В принципе, очень даже просто. Как всегда, у меня все находится на моем станке. Он у меня один. Он у меня любимый. Очень удобный, очень комфортный. Он настольный, по большому счету, можно использовать и как диванный,
я пробовала, но вот с большой рамой неудобно, потому что все-таки это такой объем, держишь на коленях. Нет, это неудобно. А вот как настольный, конечно, цены ему нет. Стоит он, в принципе, недешево, но его плюс в том, что он раздвижной. Сюда становится рама до 70 сантиметров, от 30 до 70. Поэтому вы понимаете, что это очень все просто. Он раздвигается, собирается. Рама крутится на все 360 градусов. Вот, очень удобно. И мне нравится то, что он деревянный. Я люблю дерево, это все-таки живое, это приятно прикасаться к дереву. Поэтому вот, станком я довольна. Итак, вы сейчас видите мою работу. Я буквально недавно ее прикрепила на станок. Значит, как все это у меня здесь выглядит. Внизу это, как вы видите, биндеры большие, да. Не стала я пришивать канву, потому что она у меня не помещается на станок. Рама у меня идет здесь на 60 сантиметров, а канва на 70 плюс запасы где-то 80 сантиметров. Поэтому никак не получается ее всю натянуть. Поэтому я решила внизу использовать биндеры, потому что есть уже отшив, чтобы сильно как бы не перетягивать. Вверху есть и биндеры немножко, и есть клипсы, так как еще там я не вышивала. Но потом я переставлю все равно на биндеры. Клипсы мне не очень нравятся. Сильно они стягивают саму канву. Итак, как вы видите, вот с этой стороны, с левой стороны отшит вот такой большой кусочек. Он был отшит давно, один из первых участков. Здесь у меня вот так просто лежит схема, она держится сама по себе. И там тоже у меня отшит мой корабль. Я вам показывала уже этот отшив. И вот здесь вот образовалась вот такая вот дырка недошитая. Объясню, почему она образовалась. Дело в том, что в начале, когда я вышивала вот эту часть, натягивала на станок, на маленький. Я оставляла только вот этот кусочек, отшивала. Потом я натянула уже все внизу, чтобы дошить и выровнять низ. И, соответственно, пошла потом дальше вверх. Вот. Ну и так как, вот видите, как сейчас у меня свернута канва, то вот с этой стороны была свернута вот эта канва. И у меня не было доступа вот к этому кусочку. Поэтому прямо в центре у меня образовалась вот такая вот недошитая дырочка. Вот, сейчас я хочу на этой неделе дошить эту дырочку, выровнять мой корабль, потому что, в принципе, с этой стороны высота у меня, ну, очень там приличная, да, я половину уже практически вышила. Мне нужно только доровнять вот эту высоту, и я буду переходить совершенно на другой уровень, да, в моей вышивке. Там будет уже полегче. Мы сейчас снова с вами вернемся к стенке. Извиняюсь, что это кручу. Просто я уже приколола эту картинку, и мне сложно ее постоянно откалывать. Так, значит, я сейчас вышиваю вот этот вот кусочек, дырку. И потом у меня будет зашито вот примерно вот так. Вот. Дальше у меня идет по большей части небо, которое вышивается крестиком в одно сложение ниточки. И плюс там идут большие зашивки участков. Там нет большого смешения цветов, поэтому идет все быстро. И останется у меня только верх уже парусов. Ну и дальше тоже там облака. Самое сложное это было море, смешение цветов. Много в две ниточки. Тут тоже было много смешения цветов. Самое сложное я вышила. Мне осталось отшить совсем чуть-чуть. Да, ну, как чуть-чуть. Сама работа 60 на 40, поэтому, конечно, это не мало. Это не мало. Вот. Но да, думаю, что работа дальше пойдет быстрее. Нужно только довести до ума сам корабль, бэкстич. Вот, и пойдет все уже попроще, полегче. Вот таким образом у меня организован этот процесс.
С большим наслаждением я к нему приступила. Вы знаете, после мулине, когда снова берешься за шерсть, девочки, это особенное удовольствие вышивать шерстью. Ну, слышу у всех разные отзывы, конечно, все мы разные, кому-то не нравится. Мне очень нравится. Я в восторге от этих ниточек, от этих волшебных пухленьких крестиков. Вот. Ложатся они очень аккуратно, ровно. Я очень-очень-очень довольна, мне нравится. И вот это вот сочетание, что повышивал мулине, потом опять шерстью, очень интересно вообще. Такое получаешь удовольствие от перемены ниточек. Я в восторге. И в этой картине мне очень нравятся переходы цветов. Цветов здесь немного используется, но они прекрасные. И вот эти необычные сочетания, получается такая картинка воздушная, невероятная. Ощущение эмоций дарят эти оттенки. Я в восторге, особенно вот от этого корабля, где вот, да, вот он человек у штурвала, и вот он корабль, да, вот даже этот бортик, простой, незатейливый рисунок, как интересно нам преображает корабль. Бэкстич шерстяными нитками, все как надо. Ну, в общем, вот такой вот этап у меня сейчас. Конечно же, я буду показывать вам продвижение, отчеты. Как только я эту дырочку зашью, обязательно вам покажу, что получилось, потому что потом буду перетягивать канву, будет следующий этап. Так что ждите следующего отчета. Очень буду благодарна за вашу поддержку. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока.